Представьте себе, пронизывающий ветер степи, тишина юрты. Внутри женщина. Она только что потеряла мужа, своего защитника, кормильца. Горе еще не успело обернуться безнадежностью, как у входа появляется он, брат покойного. Он пришел не просто выразить соболезнования, он пришел объявить закон. Этот закон называется аменгерство, особая форма древнего обычая леверата, который веками управлял жизнью казахской степи. Это не просто традиция, это был обязательный правовой декрет, закрепленный в адате, обычном праве кочевников. И сегодня мы расскажем, почему он появился, почему был необходим и какую страшную цену платили за него женщины. Этот степной закон описан даже в казахском эпосе «Кыз-Жібек». После гибели Толегена его брат Санзызбай приехал и забрал вдову брата. Правда, в одноименном фильме, снятом в прошлом веке, Жібек бросается в реку Жайык. Габит Мусрепов в одном из своих рассказов упоминает, что ранее в эпосе было написано, что Кыз-Жібек была против этого закона, и там были такие строки. «Что случилось с тобой, несчастный парень, что лезешь в постель, которая принадлежала твоему брату?» Чтобы понять аменгерство, нужно забыть о современном мире и представить себе жизнь в кочевом обществе. Здесь нет банков, нет социального обеспечения, нет государственных пенсий. Ваше выживание – это ваш скот и ваш род. Потерять главу семьи, владельца скота, означало катастрофу. Обычай возник из самой необходимости выживания. Его главная цель была проста и жестока – сохранить род и его имущество. Если вдова уходила к своей родной семье, или, что еще хуже, выходила замуж за человека из другого рода, все, что она принесла в брак – дети, скот, имущество – могло быть потеряно для рода покойного. Аменгерство было механизмом экстренного спасения активов. Оно определяло дальнейшую судьбу вдовы, а также решало связанные с этим проблемы, касающиеся детей, скота и имущества, оставленного покойным. Это была своего рода клановая страховка. Но в этой древней традиции была заложена двойственность, парадокс. С одной стороны, аменгерство часто носило гуманный характер. Оно защищало вдову и ее детей. В суровой степи женщина, оставшаяся одна, была беззащитна перед лишениями и посягательствами. Обычай гарантировал ей кров, еду и защиту сильного рода. С другой стороны, эта защита не была бесплатной. Вдова была не просто защищена, она была контролируема и ограничена в своей повседневной жизни с точки зрения того, что считалось приличием в традиционном обществе. Свобода выбора была полностью отменена. А самый трагичный пример этого контроля – это засватанные, но еще не вступившие в брак невесты. Если жених умирал, обычай аменгерства все равно применялся к ним. У них не было ни детей, ни имущества, которое нужно было защищать, но их судьба все равно становилась несчастной. Здесь обычай полностью обнажал свою функцию. Это был не закон заботы, а закон сохранения экономических инвестиций. В основе всего лежал калым – выкуп за невесту. Калым был причиной инвестиции рода мужа в репродуктивный и трудовой потенциал женщины. Поскольку за женщину были заплачены активы, она становилась ценным экономическим активом для клана. «Я не выйду за тебя замуж! Я люблю другого!» Род мужа считал, что имеет полное право на сохранение этой инвестиции. Вот здесь и начинались самые драматичные конфликты, известные как «Жесир-дау», дословно «споры за вдову». Эти споры возникали, когда родственники умершего нарушали обычаи, или, что чаще, когда сама вдова отказывалась выходить замуж за брата покойного или пыталась выйти замуж за человека из другого рода. Жесир-дау не был спором о чувствах или морали. Это было формализованное юридическое разбирательство между родами о праве собственности. А вот самый суровый и решающий элемент этого древнего права – механизм принуждения. Если вдова, несмотря на все давление, отказывалась от аменгерства и уходила в другой род, на ее родную семью накладывалось финансовое проклятие. Сторона, уплатившая калым,
имела право требовать его возврата, но не в одиночном размере. Нет, родная семья вдовы была обязана вернуть его в двойном размере. Подумайте об этом. Двойная компенсация. Вернем Колым, да еще и в двойном размере. Что ж, это хорошо. Закон соблюден. Это была экономически разрушительная мера. Эта норма делала отказ от эмингерства практически невозможным, оказывая на вдову чудовищное давление со стороны ее собственной семьи. Неудивительно, что советская власть, придя в степь, объявила эмингерство пережитком феодального невежества. Они справедливо осуждали принуждение, хотя часто игнорировали его функциональную причину. Многоженство, аменгерство! Я вам покажу, где раки зимуют! В досоветской экономике он был необходимым, хоть и жестоким, социальным инструментом. Нужно ли аменгерство сейчас? Ответ сегодня однозначен – нет. Ради справедливости стоит сказать, что ливерат свойственен многим народам на стадии патриархально-родового строя. Современное законодательство Казахстана, основанное на Конституции, свободе брака и гендерном равенстве, делает этот обычай абсолютно незаконным. Исторические причины, его породившие, отсутствие социальной защиты и необходимость консолидации имущества, исчезли. Государство взяло на себя функции социального обеспечения. С исчезновением функциональной необходимости единственной оставшейся функцией аменгерства стал контроль. Конечно, сегодня вы не увидите Жихер-Дау в официальном суде. Споры за вдову, к счастью, считаются оставшимися в прошлом. Однако этнографы говорят, что традиция иногда сохраняется в современной жизни не как закон, а как мощнейшее социальное давление в отдельных более традиционных коммунах. Аменгерство – это окно в мир, где индивидуальная судьба всегда подчинялась интересам рода. Оно показывает, что иногда для выживания клана цена, которую платит человек, в особенности женщина, может быть двойной. Двойная потеря свободы, двойной финансовый штраф. Это история о том, как законы экономики кочевников стали железными цепями для личного выбора. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки.